И вот я хочу к ним обратиться. Господа, где ваши чада? Почему, значит, их нет в списках? Почему мы не видим вот в этих картинках ваших детей? Везде, в любой стране есть правые силы, есть люди, которые разделяют, силы, которые разделяют фашистские идеи и так далее. Давай мы посмотрим украинский парламент, правый сектор там не представлен. Вот, это вот такие правые силы. А что у нас? Вот смотри, ЛДПР, неоднократные заявления Жириновского. ЛДПР, он представлен в Государственной Думе. Во время выборов в Государственную Думу, вот и в его программе он предлагал таким образом решить проблему Северного Кавказа. Депортации, буквально. Вот, я сейчас не вспомню, в какие места он предлагал, допустим, адыгов, черкесов, вот там в Турции они живут, замечательно, давайте мы их, пускай они уедут туда. Он предлагал ограничить рождаемость. Я бы, воспользовавшись вот этим, вот в контексте вот этих событий, да, предложил бы обратить внимание, вот, что такая проблема существует и у нас. Очень много говорят о том, что в Украине русский язык находится в загоне. Известно, что 3 года назад Государственная Дума приняла вот эти известные поправки к закону об образовании, после чего обучение родным языкам стало необязательным. Это грубо противоречит Конституции России. Это противоречит конституциям республик, которые входят в состав России. С каждым годом становится все больше и больше, вот, допустим, в Кабардино-Балкарии, детей, которые в качестве родного, детей кабардинцев, балкарцев, которые в качестве родного выбирают русский язык. Обращаю внимание, это происходит недобровольно. У нас есть достоверная информация, что на местах оказывается давление в такой легкой форме. Им подсказывают, вот давайте, пускай, значит, они выберут русский язык, им будет легче, там, и с ЕГЭ, и так далее, и так далее. И такая установка есть из федерального центра. Республики сегодня не обладают никаким суверенитетом. Они не обладают никакой субъектностью. Мы никакого отношения не имеем к процессам формирования органов власти. Как раз все проблемы, вот, о которых я говорил, они как раз заключаются в этом. Мы на самом деле не являемся никаким источником власти. Кремль буквально назначает. И это вообще отношение метрополии и колонии. Метрополия дает им некие установки, говорит, вот вам бюджет, вот в этих рамках вы можете действовать. Но вот своих соплеменников, туземцев вы должны держать вот в этих рамках. Вот такие вот отношения. В фоне вот этих событий, да, я считаю, что мы должны говорить о том, что происходит у нас в России. Они очень легко раздают российские паспорта. Еще накануне начала этой спецоперации сотни тысяч жителей Донецка и Луганска получили российские паспорта. Очень легко. Их признали соотечественниками. А теперь посмотри, когда это дело касается нас. Сирия. Если параллель провести. Да, провести параллель, и она абсолютно уместна. Вот смотри, до начала конфликта в Сирии, да, там проживало от 150 до 200 тысяч представителей народов Северного Кавказа. Она называется, это диаспора черкесской, потому что процентов 80, подавляющее ее большинство, это адыги и черкесы. А современное руководство России, она отказалась, она по существу их как бы не признала соотечественниками. Около 2000 человек в самом начале конфликта каким-то образом, значит, им посчастливилось заехать в Россию, но они не могут получить паспорта. Многие из них депортированы, мы очень хорошо эту ситуацию знаем, значит, мы этим занимались. Родина оказалась мачехой на поверку, когда
вот для наших соплеменников, для наших соотечественников. Это тоже вот в связи с событиями, вот с этими событиями в Украине, я считаю, что вот на этот момент тоже нужно обратить внимание. Если это будет продолжаться, это будет угрожать, значит, жизненным интересам народа в России, самой безопасности России. И самое главное, там гибнут ни в чем не повинные мирные жители. Женщины, дети, старики. Погибли уже десятки тысяч. А вот это мое мнение. Это должно быть остановлено. عدقات وزيز ومغار ويشاف خزم يكبزر ويبسم خغش سعد الوجز وتكون يحاكي شرشاق وابن خججار